Привет! Это обучающее видео создано для новых русских команд Funny Bubblers и Pre-Alpha, которые не знают, как играть NSL. Оно, в принципе, может быть полезно любому игроку. Первое, с чего я хотел бы начать, это тренировки. Тренировки не должны зависеть от количества человек, так как возникают проблемы с организацией, подходящим временем для тренировки, сервером и так далее. Поэтому я рекомендую больше заниматься одиночными либо дуэльными тренировками. Вам не нужно придумывать велосипед, так как довольно хороший обзор всяких тренировок я представил в специальной теме на форуме своей группы. Допустим, Вася, которому удобно играть в 15 часов по МСК, пишет Пете, который играет Леркой: «Го, потренируемся 1 на 1». «Го», ну «го», и они идут вдвоем тренироваться. Все условия и рекомендации к тренировкам написаны в той же теме. Второе. Я рекомендую во время игры всем почаще поглядывать на карту. Если вы в данный момент игры не ожидаете какой-либо агрессии в свою сторону, нажмите на C и посмотрите на карту. Если карта мешает вам, советую сделать его прозрачной в настройках NS2+. Также вы можете поставить настройку, чтобы кнопку C не приходилось держать, то есть карта включалась и выключалась при одном нажатии. Я иногда даже во время боя в промежутке между стрельбой, перезаряжаясь, смотрю на карту и анализирую обстановку. Вы должны постоянно или подсознательно, или сознательно задавать себе вопросы: где мои союзники и что они собираются делать, где сколько врагов и что они собираются делать. И самый главный вопрос: что вам со всем этим делать. Это позволит вам не только принять правильное тактическое решение во время игры, но и быстрее понять глубину игры и секрет успеха. Если вы куда-то идете, вы должны четко осознавать, что вы делаете и зачем вы это делаете. Если вы видите на карте особую ситуацию, требующую немедленных кооперированных действий, пожалуйста, не надо говорить что-то вроде «нам надо идти на хаб», «нам надо штурмовать кросс». Такая информация плохо воспринимается и почти бессмысленна. Вы должны говорить так: «Так, ты и ты, вы сейчас же идете туда и делаете то-то». Если ситуация позволяет, желательно еще объяснить, зачем. Любой игрок на поле может давать оперативные команды своим товарищам. Это первооснова всей командной игры вообще. Если все члены команды будут действовать в соответствии с этими рекомендациями, возможно, вам вообще не понадобится голосовое взаимодействие. Далее, я очень часто вижу принципиальное непонимание, как играть за маринов, как двигаться за маринов. Первое – это паразитная война. Если вы продвигаетесь вперед по карте, скалки всегда будут пытаться поставить на вас паразиты. Ваша задача – наказать скалка за это. Выходя из-за стены, будьте готовы заранее стрелять в нужное место. Второе, самое главное, это занятие правильной позиции. Позиция может быть скрыта для врага, либо известна врагу. В любом случае, самое главное, чтобы данная позиция была выгодна для стрельбы. Если стоя на позиции вы занимаетесь дополнительным делом, например, строите ресурс, либо выносите вражеские структуры, вы должны всегда просматривать подходы к вам, чтобы вовремя быть готовым к нападению. Никогда, слышите, никогда не стреляйте по структурам, когда можно стрелять по лайфформам. Третье – это правильный выбор цели для стрельбы. Хороший скалк всегда будет уходить из-под выстрела, если вы целитесь в него. Если скалки действуют в группе, один будет разводить вас на стрельбу, а второй атаковать. Ваша задача – вовремя переключить цель на скалка, который атакует вас в данный момент. Если же атакуют не вас, то вы должны выбирать такую цель, по которой вам в данный момент удобнее всего стрелять. Однако, если во время боя вдруг проатакуют вас, вы должны сразу переключиться на ту цель, которая вас проатаковала. Это продлит время вашей жизни и, соответственно, количество урона, которое вы можете нанести до своей смерти. Когда вы с каким-либо марином продвигаетесь вперед, один марин продвигается вперед, второй прикрывает. Если вы прикрываете, просматриваете все углы, потолки, вне зависимости от того, просмотрел ваш товарищ их или нет. Если вы занимаетесь каким-то дополнительным делом, один марин должен занимать выгодную позицию для стрельбы, а второй марин выполнять дополнительную задачу. Если один марин помечен, а второй нет, то первый марин должен занимать открытую позицию и вести паразитную войну, а непомеченный марин должен занять скрытую позицию и прикрывать его. Если вы оторвались от своего товарища, продолжайте следить за ним по карте и смотреть, что все было хорошо. Если кто-то на него нападает, то вы должны принять соответствующие меры. Занятие правильной позиции для стрельбы – это суть хорошей игры за маринов. Если марины занимают правильные позиции,
то размен в бою в среднем должен быть в соотношении 1 марин на 2 скалка. Если вы прикрываете другого марина, старайтесь держать прицел справа или слева от него, вне зависимости от того, атакует его в данный момент или нет. Скалки, которые будут его атаковать, сами будут прыгать к вам в прицел. Следующее, о чем бы я хотел вас попросить, никогда не ходите по цистам. Самый быстрый способ вычистить цисты в компмоде — это велдером. Если вы продвигаетесь в каком-то направлении и видите по дороге цисты, продвигайтесь в своем направлении и убивайте цисты по дороге. Ничто не мешает вам, например, бежать и на бегу стрелять по цисте. Когда вы проходите мимо цисты, вы перезаряжаетесь и начинаете стрелять по следующей цисте. Разумеется, это в том случае, если вам ничто не угрожает. Или практически не угрожает. Сейчас я скажу очень важную вещь. Никогда не стреляйте с ХМГ по ПВЕ структурам. Это очень сложная материя. Вы должны понять, никогда не стреляйте с ХМГ по ПВЕ структурам. Вы понимаете? Нет, вы еще не понимаете. Я повторю. Пожалуйста, никогда не стреляйте с ХМГ по ПВЕ структурам. Поймите. Никогда не стреляйте с ХМГ по ПВЕ структурам. Вы можете вместо этого достать пистолет или велдер и дамажить с пистолета или велдера. Так вы нанесете большее количество дамагу за меньшее время. Спасибо. Теперь давайте немножко поговорим об игре за алиенов. А именно, как разводить маринов. Самое главное, никогда не атакуйте марина в лоб. Чем более непрямая будет ваша траектория до марина, тем сложнее будет марину по вам попасть. Здесь очень важна ваша ловкость как таковая, и очень полезная будет тренировка распрыг-скалка. Прошу обратить внимание, что только что сейчас произошло. Скалк, который шел первым, смотрит на марина. Видя, что марин сосредоточил на нем внимание, он продолжает движение в бок и не нажимает кнопку W. Однако, если марин бы повернулся, перевел цель на меня, он немедленно бы нажал W и бросился на него первым, а я бы ушел в бок. Это и есть суть развода маринов. Первое — это выбор правильной траектории, и второе — это контроль внимания марина. Еще кое-что по поводу траектории. Если вы твердо намерены убить марина перед вами, то старайтесь быть не на одном уровне с марином, а именно старайтесь занять позицию более высокую, чем у марина. По такому скалку намного сложнее целиться, и, соответственно, марин больше промажет. По поводу любых скрытых действий в отношении марина. Здесь же опять очень важно контроль внимания марина. Если марин проявляет достаточное количество внимания в направлении, в котором вы находитесь, то атаковать марина из такой позиции довольно опасное предприятие. Поэтому в данном случае стойте там, где вы стоите, и вынуждайте марина своими действиями занять более невыгодную позицию для стрельбы. Кстати, пожалуйста, не пренебрегайте грызением розеток. Грызение розеток заставляет маринов покупать велдеры, и в случае, если розетки не починены, то можно доедать розетку, и таким образом, если вы не убьете ресурс, то вы быстро сделаете его бездействующим. Еще по поводу контроля внимания марина. Старайтесь по движениям марина читать его мысли. Старайтесь понять, что он делает и чего он ждет от вас. Если вы хотите убить этого марина, ваша задача не оправдать его ожиданий. То есть, если вы бросились на марина, и это выходило за пределы его ожиданий, значит вы его переиграли.